Приветствую вас на нашем канале. Сегодня мы с вами обсудим, что происходит на планете Земля в контексте реалий и затронем аспект конспирологический. Чтобы легче нам было погрузиться в тему разговора и ощутить всю структуру материала, начнем с истоков планетарного существования. Земля и Солнечная система – это самодостаточный организм, образующий систему, которая должна развиваться и совершенствоваться. Но время под воздействием человечества исказили саму концепцию построения нашего мира. Создается впечатление, что настоящий мир Земли создан для того, чтобы нести страх и ненависть, уничтожая себе подобных в масштабах, которые не помещаются ни в одну доктрину развития цивилизации. Взгляните на историю, которая доступна для нашего обозрения. Человечество уничтожает людские ресурсы и тем самым деформирует информационный фон Земли, разрушая внутренний мир людей. Души людей постепенно разрушаются, и людские тела остаются лишь биологически разлагаемыми созданиями. Дух или духовность и жизнь человека связаны невидимой нитью, и если эта нить прервется, человек обречен, так как он превратится в существо, у которого нет будущего. То есть человек превратится в примитивную однодневную субстанцию, и произойдет процесс расчеловечивания. Но мир не всегда был таким. Существуют разные теории о происхождении, но мы не будем их касаться. Наша Солнечная система была создана давно. В ней существовало несколько цивилизаций, но часть миров и цивилизаций исчезли. Некоторые переселились или эволюционировали. В нашей системе осталось несколько цивилизаций, которые находятся в разных уголках солнечного влияния. Но о данных цивилизациях мы подробно поговорим несколько позже. Вернемся к цели создания нашей Солнечной системы. Нужно отдавать себе отчет в том, что наша система является обособленным и самодостаточным строением, развивающимся на определенных условиях, которые создала древнейшая сверхцивилизация, управляющая абсолютом во всем пространстве. Цель создания нашей системы – это инкубатор для создания условий возникновения энергии космического абсолюта. Она объединяет все миры в вечности и позволяет перейти на другую ступень существования. Об абсолюте мы поговорим, но сейчас рано затрагивать его, так как это нужно осознать постепенно, шаг за шагом. Но вернемся к нашей планете. На Земле были и есть несколько цивилизаций. Часть созданных цивилизаций развились и перешли на другую ступень. Часть цивилизаций уничтожили сами себя и перестали существовать. Человеческий вид не первый на Земле. Изначально был создан для того, чтобы исправить ошибки развитых обществ. Предыдущие цивилизации, особенно лемуры-атланты, обладали сверхвозможностями, которыми их наделили. Но они их и погубили. Бесконечные возможности порождают беспечность, которая в результате и разрушает миры. Лемуры-атланты имели развитые психофизические способности. Это позволяло им управлять не только земными, но и космическими телами, а также создавать в пространстве энергетические зоны для мгновенного перемещения в пространстве. Эта цивилизация была самодостаточной, и их психофизический потенциал был почти безграничен. Единственное, что им не было доступно, это время. И вот они решили изменить временную проекцию для управления временной матрицей, создав установку, которая, собирая психофизическую энергию их мира, трансформировала в энергию циклической проекции сознания времени. Это основная энергия, которая перемещается в вечности и создает равновесие времени и пространства. Но как только они попытались изменить построение сегмента времени, произошло разрушение проекции времени и пространства их мира. Другими словами, нарушился пространственно-временной континуум. Начался хаос, и время с пространством смешалось. В результате данного сбоя выделилась энергия, которая разрушила саму установку и мир лемура-атлантов. Но несмотря на это, часть мира сохранилась в хаосе и восстановилась. Так и появилась новая цивилизация атлантов. Но она была также разрушена, правда по другим причинам, но по тому же сценарию. Так как ранние атланты очень плотно были связаны с лемур-атлантами, они смогли возродить часть знаний, которыми обладали лемур-атланты. И это сыграло с ними злую шутку. Мир атлантов имел возможности управлять водными ресурсами без всяких ограничений. Они заставляли силы воды служить им, создавая все необходимое для их жизни. Это была практически гармония жизни их цивилизации и природы. Но случай все изменил.
Был найден энергетический кристалл лемура атлантов, который имел в себе громадный энергетический потенциал. Они смогли активировать его энергетическую силу, и их почти идеальный мир начал изменяться. И в один прекрасный день энергия кристалла вышла из-под контроля и уничтожила практически всех атлантов. Оставшиеся атланты поселились остатками своей цивилизации на острове, известном нам под названием остров Платона. Конечно, они потеряли большинство сил по управлению морями и океанами, но часть этих возможностей у них осталась. К сожалению, остатки данной цивилизации долго не просуществовали. Они погибли от падения на остров кометы, известной нам по названию комета Тифона. Видите, как нелепо гибли развитые цивилизации, достигшие практически безграничных возможностей. Но затем были созданы люди. Я не буду углубляться в историю человечества. Важно то, что у людей были искусственно заблокированы функции психофизических возможностей. Данные функции отключили в надежде, что они смогут достичь психофизического совершенства и разблокировать закрытые функции человеческого сознания. Но произошло худшее. Не обладая информацией о тонких мирах, человечество погрузилось в непомерное потребление ресурсов планеты для удовлетворения развившегося до неимоверных размеров человеческого эго. Люди для исполнения своих физических потребностей в невероятных объемах начали уничтожать то, что дано было планетой Земля. Также у них развился захватческий ген и примитивные животные гены, которые привели к гибели многих и многих миллионов человеческих жизней. В истории человечество мирно прожило лишь 292 года. На Земле произошло примерно 15 тысяч войн, которые унесли более 3 миллиардов жизней. Но, к сожалению, эти цифры с каждым годом увеличиваются, и скоро жатва человеческих жизней увеличится резко. Человечество скатывается в пропасть собственного истребления. На Земле может остаться только около 10% всех людей, если, правда, процесс вовремя не остановить. Эти данные отображены в древних манускриптах. Если это произойдет, тогда мир будет другой. Немногие знают о доктрине души, которая существует с времен зарождения человечества и передана была просвещенным жителям Земли в давние времена. Хранители доктрины должны были сохранять ее и передавать посвященным людям по поколениям до определенного момента. Но что случилось с данным документом и с хранителями этой доктрины, нам неизвестно. Доктрина души содержит много знаний о прошлом и будущем. Существуют манускрипты, за которыми охотятся, а часть их находится в различных церковных хранилищах. Самое большое количество ценных манускриптов хранится в Ватикане, но они недоступны людям. Церковные чиновники решают за людей, что им положено знать, а что им или рано знать, или вообще лучше не знать. Таким образом, человечество искусственно направляется на другой путь развития и жизни, подменяя реальные ценности, а истинный путь скрыт для большинства людей. Тем самым человечество направляется на путь разрушения и самоуничтожения. Посмотрите, что люди всегда ждут. Это конца света или апокалипсиса. То есть человечество запрограммировано на гибель или уничтожение, а не на жизнь и процветание. Я не зря упомянул цифру 10% человечества, которые останутся на Земле после определенных событий. Но многие тайные закрытые клубы и сообщества знают эту информацию и постоянно муссируют ее. Многие слышали о золотом миллиарде. Эту концепцию предлагают разные люди из разных кругов. В их видении отображается то, что Земля не в состоянии прокормить больше 8-9 миллиардов человек. И поэтому для комфортной жизни необходимо оставить на Земле 1 миллиард человек. Ядром предполагаемого общества, конечно, они ставят себя, а остальные люди будут разделены по категориям, в которых они и будут существовать. Для реализации их проекта они задумали создать сверхбольшие города с населением от 100 миллионов человек. Эти города будут расположены в разных точках мира, где будет проходить их жизнь. Для обеспечения жизни жителей данных городов должна создаваться система громадных теплиц и искусственных водоемов на окраине городов, в которых будет производиться продовольствие. Переработку добытых и выращенных продуктов планируют производить прямо здесь. Вся система выстроится по принципу потребления по необходимости. Не будет ничего производиться в запас. Всем необходимым людей будут обеспечивать. Собственности не будет рыночных отношений. Будет циничная система с жестко регламентируемым потреблением и рождением потомства.
Человек не будет решать, что ему есть или надевать. Сама структура управления как таковая будет отсутствовать. Единственный институт власти – это составляющая из наиболее грамотных специалистов, которые будут удерживать данную систему в равновесии. Все, что людям будет нужно, они будут получать за свой труд. Все свободы и права будут отсутствовать. Любые желания групп людей будут планироваться и исполняться на производстве. Все возможности по выезду из городов будут невозможны. Не будет ни дорог, ни самолетов. Вся необходимая коммуникация между городами будет происходить только по необходимости. Город – это фактически будет страна. Единственное, у всех городов будет один руководящий центр, координирующий их жизнедеятельность. Но эта утопическая система задумана для того, чтобы попытаться предотвратить изменения, которых некоторые круги тайных могущественных сообществ стараются избежать. В одном древнем документе есть отображение всего происходящего, как откровение. Есть несколько совершенно недоступных мест, даже для подготовленных людей и экспедиций в разных местах нашей планеты. Эти места защищают пески, и никакие ураганы или смерчи не смогут уничтожить то, что находится под ними. Построенные глубоко в недрах Земли, подземные хранилища находятся в безопасности, так как входы скрыты. Если бы удалось убрать все пески из пустыни на Земле, нам бы открылось много фантастического и загадочного, что скрыто от наших глаз. Под песками в некоторых местах находятся остатки цивилизаций, а также тайные входы в хранилище знаний. Существует мнение, что пустыни не могли создаться природно, так как толщина песчаного слоя в пустынях может составлять до 500 метров, а толщина слоя песка в морях и океанах составляет всего 20-30 сантиметров. Поэтому многие подвергают критике теории о происхождении пустынь, которые, как утверждают ученые, образовались на месте бывших морей. Вопрос, откуда могло появиться такое количество песчаных дюн. Поэтому и предполагают, что песком засыпали то, что необходимо было скрыть от глаз и рук людей. Так вот, почему 10% человек останется на Земле и откуда взялась данная информация? Существует доктрина о планетарной цепочке, в которой сообщается о 7 человеческих расах, в руках которых находится по ключу к могущественным силам, применение которых принесет зло или могущество всему человечеству. Манускрипты о месте нахождения ключей были скрыты. Доступ к местонахождению ключей были у Пифагора и Платона. В дальнейшем данные манускрипты потерялись в истории. Возможно, были скрыты, а может, они хранились в тайных хранилищах под песчаными дюнами в одной из пустынь. Так вот, в манускрипте сообщается, что пятая раса, не достигнув совершенства, вступит в конфликт с природой и создаст условия, в которых не сможет существовать в балансе с планетой. Вот что говорится в манускрипте. Леса, недра и моря стонали от страданий, и земля начала лить лучистые слезы, которые потоками стекали в течение 7 лун. Под каждый листочек и каждая песчинка была омыта слезами земли. Из всего живого на земле осталась 10-я часть всех существ. Неописуемая сила накроет все живое и неживое, вернувшись на землю. Она принесет в своем сосуде новый, высший тип человека. Это будет неизвестный звездный вестник, который, приближаясь к нашей планете, станет все меньше заметным, а когда приблизится к Земле, станет черным и невидимым, как ночное небо без звезд. Вот и тогда начнется зарождаться новый мир. Наша пятая раса начнет образовывать шестую. Она будет существовать много времени и достигнет гармонии и совершенства. Жизнь на Земле не будет знать зла и насилия. Произойдет соединение с большим галактическим кольцом, состоящим из громадного количества цивилизаций. В начале периода жизни, учитывая силу преобразования в беспрекословный закон вечности, начнется погружение нашего мира в энергию Абсолюта. Видимый и осязаемый мир явится результатом сложной трансформации космических энергий и знаний, находящиеся в бесконечном движении вселенского разума вечности. То, что мы сейчас видим, распадется, материальное рассеется, и появившаяся пустота превратится в бесконечную бездну. Вот что отображено в одном документе, скрытом сотни лет в тайных хранилищах. Дуновение непознанного возрождает миры,
а вдох непознанного заставляет их исчезать. И это будет происходить вечно, потому что наш мир и наша Вселенная лишь песчинка во множестве бесконечно изменяющихся миров разума, создающего все вокруг, и не имеющего границ и времени. И у этого нет и не будет ни начала, ни конца. Процесс перехода неизбежен, но в него будут вовлечены не все живые существа, а только те, кто обладает чистыми помыслами и тонким видением, ощущающим тонкие миры. Некоторые моменты общения с данным миром нам подвластны во сне, но это очень сложная тема, так как информация, приходящая в сновидениях, приходит на языках тонких энергий и слабо адаптирована для нашего понимания. Но чаще всего мы неправильно интерпретируем сновидения. Множество сонников не могут объяснить сны, так как они объясняют одну картинку, и то очень примерно. Но весь сон с разными моментами наш материальный разум не в состоянии осознать. Это примерно выглядит так, когда человек пытается перевести с чужого языка какое-то предложение с помощью переводчика. Часто перевод получается непонятен, и его необходимо логически дособирать до получения необходимого смысла. У человечества и человека всегда есть выбор – пойти по пути созидания и совершенствования или по пути деградации и самоуничтожения. В нашем мире, к сожалению, ценность человеческой жизни перестала цениться. Причины, почему так происходит, мы с вами уже обсудили. И поэтому нам самим выбирать путь в наше будущее. Настоящее формирует будущее, и его уже не изменить. Все события фиксируются во временной проекции и остаются там навсегда. Зло отразится на будущем тех, кто его совершает в том или ином виде. Добро также трансформирует дальнейший путь человека или любого существа, производящего его. Мы сами свет на земле превращаем во мрак, добро во зло, мир в войну, реки и моря в грязные болота нашей жизнедеятельности, сушу в бесплодную пустыню. Есть еще время все изменить на нашей планете, но его остается очень мало. По утверждению экологов, мир пересек точку невозврата, и нужно срочно принимать меры по спасению планеты. Но для этого нужно сначала измениться нам самим. На сегодня заканчиваем данный разговор. Если вам понравился материал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всего хорошего и до новых встреч!